Очень много людей ждут одобрения ETF для биткоина, потому что все ждут повышения цены и хорошей прибыли после одобрения ETF комиссии по ценным бумагам и биржам. Но вот в чем главный вопрос. Нужно ли одобрение ETF для биткоина и его экосистемы или нет? Андреас Антонопулос убежден в том, что ETF плохо повлияет на экосистему биткоина в целом, и в этом видео мы разберемся почему. Для начала необходимо понимать, что вообще представляет себя ETF. ETF – это Exchange Trade Fund, или же торгуемый на бирже фонд. Например, если вы хотите инвестировать в фонд S&P 500, то вам необходимо инвестировать в SPDR под символом SPY. Это первый ETF на американском рынке и самый большой в мире. ETF торгуется так же, как и обычные акции, но на самом деле это далеко не акции. В нашем случае мы говорим о ETF биткоина. Биткоин ETF – это фонд, который держит определенное количество биткоинов и продает акции различным инвесторам. Этот фонд будет имитировать ценовую схему биткоина, но цена будет зависеть от того, как много акций будет выпущено. Основная идея биткоин ETF – это взять некоторое количество биткоинов и выпустить их на биржу в виде акций, где любой желающий американец сможет их купить. Но в случае покупки акций биткоина вы покупаете лишь бумажку о том, что у вас есть определенное количество биткоинов. У вас нет ни приватного ключа, ни адреса, на котором лежат ваши биткоины. У вас нет ничего, кроме бумажки, на которой написано, что у вас есть определенное количество биткоинов. Есть запись в Твиттере, которая отлично отражает ситуацию с биткоин ETF. Если вы считаете, что биткоину нужен ETF, то вы не понимаете масштаб проблемы, которую решает биткоин. Множество людей надеются на одобрение ETF, при этом их абсолютно не интересует технология, стоящая за биткоином. Их волнует лишь цена, как бы сделать побольше денег, как бы нажиться на происходящем. Они ждут одобрения ETF, чтобы получить прибыль, но в этом нет ничего плохого. Почему бы не получить прибыль с одобрения биткоин ETF? Например, первый ETF на золото был запущен в 2003 году. В то время одна унция золота стоила около $400. После одобрения ETF цена в течение 10 лет достигла 2000 за унцию. Множество инвесторов, трейдеров и спекулянтов верят, что то же самое произойдет и с биткоином после одобрения ETF. Именно поэтому сейчас все говорят и ждут одобрения биткоин ETF. Но одобрение биткоин ETF может нанести урон всей экосистеме биткоина. ETF запускается группой людей или же менеджером, и менеджер будет удерживать биткоины от имени владельцев акции. Этот менеджер будет иметь огромную силу и влияние на рынке. Это открывает возможности для еще больших манипуляций на рынке, чем происходящих сейчас. Что еще хуже, так это то, что владельцы акций на биткоины не будут иметь никаких преимуществ вообще. Они не могут участвовать в экосистеме биткоина, потому что они не могут ни отправлять, ни получать биткоины. Но почему? Потому что у них нет этих биткоинов. После выхода хардфорка биткоина, Bitcoin Cash, биржи, которые имели наибольшее количество биткоинов, могли решать, поддерживать ли им этот хардфорк или нет. ETF имеет силу для подобных действий в большем масштабе, чем просто биржа. Это даст силу большим учреждениям, и основной голос биткоина будет за централизованной стороной, менеджером фонда. И этот менеджер сможет говорить от имени всех владельцев биткоинов или держателей акций. В чем тогда смысл всей экосистемы биткоина? Система биткоина убирает третью сторону в проведении транзакций, делает вас единственным владельцем ваших денег. Вы полностью контролируете свои средства, и никто не может их заблокировать или заморозить. Но одобрение биткоин ETF выворачивает все наизнанку. Люди добровольно несут свои деньги и отдают их третьей стороне, а взамен получают бумажку, на которой написано, что у них якобы есть биткоины. Но какой в этом смысл? Государство пытается установить контроль над тем, что пока полностью децентрализовано. И самое грустное то, что люди из-за жажды наживы помогают государству это сделать. Вместо того, чтобы пользоваться преимуществом биткоина, отправлять любые суммы денег в любую точку мира за несколько минут, зная, что никто не сможет остановить этот платеж, зная, что деньги принадлежат только вам, люди предпочли доверить деньги третьей стороне вместо личного участия в экосистеме биткоина. Одобрение ETF на биткоин может стать самым непоправимым уроном для всей его экосистемы. Даже если цена на биткоин после одобрения ETF вырастет в 10, 20, 30 раз, какой в этом смысл, если биткоином и средствами инвестирования сможет управлять третья сторона, а у людей будут просто бумажки с надписью о том, что у них якобы есть биткоины, которых на самом деле у них нет и никогда не было. Если вам понравилось это видео, то поделитесь им в социальных сетях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики.